Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за вашу поддержку, за то, что вы со мной. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада звучит так. Последний лепесток надежды. О чем предупреждает тебя Вселенная, когда раз за разом, случайно, преграждает тебе путь к человеку, который кажется тебе судьбой. Расклад будет сделан по специальной схеме, состоящей из вопросов, которые будут озвучены сразу же после вашей сигнификации. В конце расклада, как обычно, будет совет психолога. Надеюсь, это будет вам интересно, полезно. Пожалуйста, досмотрите до конца. И, пожалуйста, также присылайте вопросы, на которые хотели бы получить ответ профессионального психолога. Вы обязательно получите ответы в моих видеоконсультациях. Мы так отчаянно хотим верить в сказку, что часто готовы не замечать, как сама жизнь пытается нас остановить. Вы называете это преодолением трудностей ради любви. Но, может, есть смысл посмотреть внимательнее? Разве любящая Вселенная стала бы ставить вам подножки, если бы там, за этой дверью, вас действительно ждало тепло? Последний лепесток надежды отхватает тогда, когда вы в 100-й раз игнорируете севший голос, сорванную встречу или внезапный холод в груди. Эти случайные преграды на пути к человеку – это не вызов вашей смелости, это крик вашего ангела-хранителя «Беги!». Потому что тот, кто кажется вам судьбой, может оказаться всего лишь зеркалом вашей самой большой боли. Вселенная преграждает вам путь не потому, что она жестокая, а потому что вы слишком ценны, чтобы снова позволить разбить ваше сердце вдребезги. Давайте разберем, от какого разрушительного сценария вас берегут эти закрытые двери, и какая встреча ждет вас там, где дорога будет легкой и светлой. Так, ваша сигнификация. Какая девочка пришла на расклад? Мне сразу вышла карта созависимых отношений. Отношения, где женщина растворяется в мужчине, в его заботах, в нем самом, его ставит на пьедестал, как правило, ценность его завышает, а себя обесценивает сама. Очень часто. Карта как с закрытыми глазками, слепа, часто этого не замечает. Может, выбор партнера изначально вам интересны какие-то, знаете, такие загадочные личности, мужчины. Ну, явно те, у которых все просто, четко, по полочкам, размеренно, без тайн, без всяких там умалчиваний. Вам, скорее всего, с такими скучно. Тут мужчина сам по себе проблемный. Может быть, склад характера, да, такой взрывной, несдержанный. Может, с зависимостями какими-то. То есть он их героически преодолевает, эти свои какие-то беды, зависимости, а женщина рядом подставляет свое хрупкое плечо, да, и тянет на себе эти же его проблемы. У кого-то и так. Так, какая девочка пришла на расклад? Ну вот смотрите, мне показано родовое дерево, хотели бы счастья, вот семья, да, хотели бы счастья, но вместо этого какой-то крик о боли. И дальше карта дьявол. Дьявол, понятно, созависимые отношения, где-то вас интересуют мужчины, которые, ну повторюсь еще раз, адреналинозависимые, с которыми постоянный движ, с которыми, наверное, толком не знаю, что будет завтра. Никакой стабильности, никакой уверенности в этом же завтрашнем дне. Знаете, тут отчасти, может быть, вы сами и выбираете таких мужчин. Ой, да, давайте посмотрим сейчас, какая еще девочка у меня. На самом деле для вас очень важно семья, дом. И тут как-то присматривать. С одной стороны глазки завязаны, а с другой стороны, видите, гладик. Вы смотрите, может быть, в сторону там, уже не знаю, других каких-то женщин, может, там, ваших подруг или знакомых, у которых счастливые взаимоотношения, может быть, в семье, мужчины к ним по-другому относятся. И присматривайтесь, и, может, также хотите изменить этот сценарий, в котором находитесь. Но пока я вижу вот боль,
И рядом карта дьявол. Тут женщина прям страдает, кричит от этой боли. Дорога. Дорога и наказание. Вы говорите, я готова уже менять, может быть, какие-то модели, да, может быть, поведение свое, но при этом, может быть, в очередной раз с очередным партнером, как бегущая по граблям, те же самые. Вроде бы, может, и другого партнера уже выбираете, а, скорее всего, как будто бы все равно вот на те же грабли наступаете, может быть, не знаете, как выстраивать отношения, может быть, у вас перед глазами, да, какой-то есть определенный уже образ, да, там мама, бабушка, как они себя вели, взаимодействовали с мужчинами. Да, как будто бы собираетесь вот по-новому, строите планы, карта подарок. Из этого подарка, видите, такой злобный клоун выскакивает. А что не так вообще, мне непонятно. Ждете чего-то хорошего. Мне показано, я спрашиваю, что не так, мне прям интересно, думаю. В принципе, все классно начинается, да, тут карта парусник. А потом я вам хочу сказать, может быть, мужчине вы или слишком быстро привязываетесь, или не хотите его терять. И карта паутина, как в паутине запутываетесь. Может, соглашаетесь на меньшее, да, может быть, боитесь в прямом смысле, да, как-то себя отстоять, свои права, потребности, заявить об этом. Может быть, уже, как знаете, как вот привязались к этому мужчине, и уже там боитесь ему больно сделать своим то ли отказом, то ли озвучить свои какие-то, повторюсь, такие потребности. Тут вот как-то так мне показано. Женщина, которая постоянно в этой паутине запутывается. Ну, в любовной паутине, наверное. Так, дьявол, на вас... О чем это? Тут женщина и не глупая, тут карта книги. Ох, как будто бы читать, вы читаете книги, может по психологии, может быть по эзотерике, что-то тут даже выводы какие-то уже сделали. Но знаете, тут как будто бы одно, то, что вы информацию-то получаете, но не факт, что вы это применяете в своей жизни, всю эту информацию. Не факт, что вы, опять-таки, тут как будто бы отстаиваете себя. Если дьявол смотреть, тут привязки с вами, ну я не знаю, спросила на вас, у меня карта друзья вышла. Друзья, скорее вы окружение себе какое-то такое выбираете, знаете, с которым может быть и очень и весело, и познавательно, но при этом вы страдаете. Не обязательно это прям потребители такие, но проблемные люди. Скорее это не вы по дьяволу. Тут женщина, которая, может быть, кто-то отчасти и специально, как завязанными глазами, да, не хотел бы видеть даже на самом деле какие-то мотивы поступков окружающих, не хотите знать. Тут женщина, которая очень привязывается к людям, скорее всего, и от этого страдает. Чему-то, у кого-то может быть это страх одиночества, у кого-то неуверенность в себе, неуверенность, что я в этом мире выстою сама. У кого-то это жалость, сострадание, но опять-таки тем самым вы себя не жалеете, вы как будто бы обесцениваете опять-таки себя, вы себе именно не даете шансов, ну, на счастливую жизнь, выбирая кого-то другого, счастье кого-то другого. Ну, у вас так оно мне, такая сигнификация, девочки. Подпишись на канал и поставь лайк. Смотрим, о чем же предупреждает Вселенная, которая раз за разом случайно преграждает тебе путь к человеку, который кажется судьбой. Первое. Где тебя останавливает жизнь? Какие повторяющиеся случайности не дают сблизиться? Задержки, отдаления, отсутствие шагов навстречу, да? Посмотрим. Следующее. Что ты принимаешь за судьбу? Какой образ или надежду ты удерживаешь? Идеализация, потенциал, может, редкие сильные эмоции. Посмотрим. Следующее. Почему возникает блок?
что в реальности не совпадает? Действия, готовность человека, ценности, эмоциональная доступность. Почему? Почему возникает блок? Как ты это проживаешь? Твое внутреннее состояние, ожидание, тревога, зацикленность или попытка найти какие-то знаки? О чем предупреждает опыт? Что важно увидеть честно? Отсутствие взаимности, нестабильность, несоответствие пути. Очень важно вовремя ту повязочку с глазок снять, да? И действие ключ, как выйти из цикла, опереться на факты, отпустить интерпретации или выбрать то, что движется к тебе само. Это тоже бывает. Рядом с нами бывают замечательные мужчины, прекрасные, которых мы в упор не замечаем. То ли во френд-зоне держим, да, то ли в принципе они нам не нужны, не интересны. А потом уже время проходит, и мы думаем, бог ты мой, это счастье было рядом. Давайте смотрим. Первое. Где же тебя останавливает жизнь? Какие повторяющиеся случайности не дают сблизиться? Задержки, отдаление, отсутствие шагов навстречу. Ага. Ну, опять ваше, то, что вы запутываетесь, как в сетях, видите, и вам тут уже Вселенная, знаете, через ведающая, ведьма, ведающая, обладающая тайными знаниями, через эти знания даже вот сейчас передает она вам. Опять-таки, у кого-то тут в доме, в личной жизни, ну и дом с близкими, с вашими проблемы. Вот состояние какое-то такое нестабильное, мягко говоря. Может быть, именно в доме вы, в своем доме, там, где вы, по идее, должны восстанавливаться, там, где набираться силы и чувствовать себя, мой дом, моя крепость, а вы себя такое не чувствуете. Ну ладно, где останавливает жизнь, вот опять-таки, как запутываетесь в этих сетях, задержки, с человеком, да. Отдаление, задержки. Ну, тут даже не отдаление, не задержки. Тут скорее, в принципе, ваши, как будто бы вы ощущение, не, как вам сказать, ощущение того, что вы не в полной мере, во-первых, не владеете какой-то информацией, не можете простраивать свою жизнь, не управляете своей жизнью. Ну, это как вот запутались в сетях. Тут уже вам и подсказки от Вселенной идут через у кого-то расклады Таро, у кого-то это увлечение психологией, попытки, может быть, разобраться, почему я в этих сетях запуталась. Манипуляция, это не манипуляция. Ну тут реально вы как будто бы в одни и те же вот сети попадаете. Ощущение, ну давайте так вот напрямую хочу сказать, тут паук и в паутине муха это запуталась, да. Ощущение такое, что я опять как какой-то жертвенный сценарий проигрываю. Почему я не могу владеть ситуацией, управлять своей судьбой? Вот тут одно и то же, как будто бы. Следующее. Что ты принимаешь за судьбу? Какой образ или надежду ты удерживаешь? Идеализация, потенциал, редкие сильные эмоции. Хамелеон, токсичная нежность. Ага. Ну понятно, вы в чем нуждаетесь. Вы нуждаетесь, тут сразу видно, в искренних чувствах, в проявлениях этих. Это карта нежности, это карта, знаете, как в 15-16 лет самые первые яркие такие эмоции, они пронзительные. Это даже не сколько про секс, не про страсть. Это про какую-то чистоту, про, опять-таки, про ощущение такое, знаете, когда еще никто никого ни с кем не сравнивает. Первый опыт, первые какие-то вот эти вот эмоции, вера в то, что все преодолимо. Вот опять-таки, вот за что вы... Тут рядом карта токсичная и хамелеон. Тут в принципе показано, что ты принимаешь за судьбу. Идеализация, да, тут как будто бы у вас картинка какая-то в голове есть, вот мужчины, да, которому, ну, у каждого из нас там в голове мужчина типа а-ля идеальный, а при этом показана карта хамелеон.
вы и сами рады обманываться. Но тут и мужчины, может быть, вы выбираете мужчин, которые вот вас считывают, да, они камуфлируются, они вот эту токсичность временно закрывают, вы их ее сразу не видите. Вы видите вот то желанное, может быть какое-то внимание, нежность, может быть даже забота какая-то. Я не удивлюсь, если потом эта забота превращается в контроль у кого-то. Итак, тут скорее идеализация ваша партнера, но при этом тут же показано хамелеон и токсичность. По идее, вот как на будущее, то по идее нужно к мужчине подольше поприсматриваться, прежде чем подпустить его во всех смыслах к себе. В первую очередь в свое сердечко пускать. На его может быть проявление не именно в отношении вас, а в отношении других даже людей, дабы вот эта токсичность, дабы его какие-то там качества, от которых вы потом будете страдать, если вы его ближе к себе подпустите. Вы раньше это все разглядели. Тут как будто бы вы увидели какое-то проявление, все, и вы подтянули. Я его слепила из того, что было. О том, что было, то и полюбила. Увидели какую-то там часть, грань его характера, да, и сами же наделили его какими-то качествами такими, которыми он, может, и в помине не обладает. Он и не догадывается, что вы его таким наделяете там, чертами характера, да, вот хамелеон. Тут человек может быть очень разным, а вы видите как будто бы самое лучшее в нем. А потом приходит разочарование. Я плохого не видела. У кого-то так не идет. Почему возникает блок? Что в реальности не совпадает? Действие, готовность, ценность, эмоциональная доступность. Ну вот смотрите. Тут опять картина маслом. Вы видите, я не говорю, что в каждом втором, но тут прям характеристика. Вы думаете, что это ваша вторая половинка, карта зеркала. Опять-таки, если вы к этому человеку испытываете какие-то нежные, добрые, светлые чувства, да, карта открытые ладони, вы с скрытыми ладонями идете, то вы априори воспринимаете, что это и этот человек, это ваше, кого-то там, кто-то думает, что это близнецовое пламя, кто-то думает, в нем столько такого же вот. Это же я так испытываю эти эмоции, значит и он точно так же. Вот смотрю тебя как в зеркало, вот наделяйте его теми же характеристиками, которые там есть у вас, или эмоциями, которые вы испытываете к нему, и думаете, что и он к вам то же самое. А тут карта свинья, такой подарочек, а на самом деле нет, человек другой, и эмоции совершенно другие. Вот. Не совпадают ценности, не совпадает, может, и готовность этого человека, эмоциональная доступность. Многое не совпадает. В принципе, это другой человек, это отдельная личность. Вот так вот. Скорее, в первую очередь, ценности какие-то, мораль, да, вот мораль даже, открытые ладони. Человек не будет вот так вот с вами в открытую. Может играть, играть, да не то, что играть, а обсуждать даже, может быть, какие-то планы, может, в принципе, для него норма утаивать что-либо, может, и он еще и не созрел до каких-то там шагов. Скорее, как будто разные сценарии вообще, вот, и видение, может, взаимоотношений. Как ты это проживаешь, внутреннее состояние? Ожидание, тревога, зацикленность, попытка найти знаки. Закрываетесь. А то смотрите, какая реакция. С одной стороны, вы можете, когда понимаете, да, что все идет вообще не так, вы тут раскрыли свое время, карта морали, открытые ладони, вы тут надеялись на какое-то развитие отношений, на эту нежность, получили токсичность, да. Тут первое, вы можете как схлопываться, видите, карта закрываетесь, да, может быть, знаете, как отмораживаетесь, сидите, делаете вид, не так сильно и хотелось, ничего страшного, как будто бы жизнь продолжается, может быть, там, улыбаетесь через силу, смеетесь, да, сквозь слезы, все в этом, а потом идет все равно карта беременности, как ожидание, все равно вы не выбрасываете это из головы, вы в этом находитесь состоянии. И как вы это проживаете ожидание, да, получается, ожидаете всего,
ожидаете, при этом по черной кошечке для вас все равно очень много непонятного, тайны какие-то. Как будто бы куда ни копни, и там тайна, и там что-то непонятное, недоговоренности какие-то. И вот в этом состоянии беременности, беременность у людей в среднем 9 месяцев, да, а вы можете в таком состоянии каком-то ожидания, что вот-вот, может мы перейдем на новый уровень, может быть какая-то ситуация прояснится, может быть что-то я неправильно поняла. Вы можете находиться очень долго, это подвешенное состояние, хуже для психики ничего нет. То есть тут и ожидание, и тревога, тут и зацикленность, это можно тоже. И попытка найти знаки, это тоже сюда, это, вот этой по этой черной кошечке ищите подтверждение своих каких-то гипотез. И при этом это, как знаете, вы бродите как ежик в тумане. На самом деле ответов мало, вопросов много. Проживаете так как-то, знаете, внешне стараетесь вроде не показывать, но на самом деле внутри прям раздирает вас от неопределенности, от непонятных. Ну почему так? Почему это со мной? Вот так вот. Так, о чем же предупреждает опыт? Что важно увидеть честно? Отсутствие взаимности, нестабильность, несоответствие пути. Угу. Ну вот, смотрите, о чем... Люди разные, вы выбираете, скорее всего, мужчин очень ярких, интересных, те, которые себя любят, себя на первое место ставят, карта Павлин. Мужчины, в принципе, привыкли вот такие мужчины, они привыкли к тому, что женщины им в глазки заглядывают, восхищаются ими. Павлин умеет себя преподнести, на первое место ставит свои потребности, о ваших может вообще не задумываться, уверен априори, его такого любят, а его действительно многие влюбляются в него такого. У него есть какие-то свои достоинства, но он так это все распиарит, в него нереально не влюбиться. При этом он обладает и недостатками, как многие из нас. Ну, уже поздно, а потом, когда ты влюбился, уже поздно понимать, что, блин, в кого я влюбился. Это же совсем не тот человек, да, но ты уже влюбился в него. В принципе, о чем предупреждает опыт, и карта Вечная невеста, это карта женщины, которая на самом деле, она всем хороша, и внешние данные, и с интеллектом все в порядке, навыки, способности, все у вас есть. Единственное, это заниженная самооценка. Это вот сюда, это о чем говорит Вечная невеста? О том, что она прикладывает максимум сил для того, чтобы то ли заполучить какого-то мужчину, то ли какую-то там работу своей мечты, да, то ли в принципе быть с кем-то во взаимоотношениях, ценит этих людей, ценит шансы, но при этом обесценивает себя. И она не получает желаемое. Она может много времени там тратить на какую-то, опять-таки, на своей работе, тянуть лямку за двух, за троих, там, за двоих, за троих, там, да, своих коллег, и при этом надеяться на какое-то мифическое повышение, но повысят совершенно другого человека, да, и в очередной раз она как повторяется вот эти вот какие-то сценарии. Также она может выбирать мужчин, которые могут ее в таком состоянии каком-то подвешенном, держать долгое время, вроде бы какие-то шансы она для себя считывает, но по факту потом то ли мужчина в семье может остается, то ли выбирает другую девушку, которая может вообще не прикладывать усилий для того, чтобы его сердечко завоевать, да. Она априори так же себя любит, как этот красавчик. Вот она считает, конечно, это меня должны любить. И вот такой может такую женщину и полюбить. А тут это ощущение, как будто бы, ему удобно, он пользуется. Когда ему неудобно, он поменяет вот очередную вот такую вечную невесту. А вечная невеста, как будто бы сама, говорю, как будто бы сама где-то соглашается на меньшее, соглашается из боязни то ли потерять, то ли шансы не получить. Но тем самым сама себя лишает этих шансов. Карта завязанной глазки, вот как будто бы многого не видите. А тут опыт ваш, что важно увидеть честно. И отсутствие взаимности также, и нестабильность изначально, и выбор партнера изначально какой-то, как будто бы, знаете,
такого мужчину можете выбирать, ради которого вам нужно тут столько сил, усилий вы должны прикладывать, чтобы он на вас обратил внимание, завоевывать его это внимание, удерживать этот фокус внимания на себе. Может быть, рядом есть мужчины, которые сами не против за вами поухаживать и сами к вам проявляются, но вам то ли вы их не видите, вот завязанные глазки, то ли вам с ними не интересно. Тут тоже вот нужно поработать над этим. По крайней мере, для себя понять, определиться, почему так происходит. Ну и несоответствие пути также. Вы можете подстраиваться под какие-то мечты вот такого павлина. Вы как будто бы все входите в положение, думаете о том, как другому, может быть, сделать, не знаю, лучше, легче его путь, дорогу, там думаете о потребностях. А вот такие павлины как-то особо не думают о вас. Вот тут то же самое. Это может проигрываться и во взаимоотношениях с близкими. Это в принципе как будто бы ваши завязанные глазки. Я говорю, может быть, даже кому-то не хотелось бы это слышать, эту информацию, и сопоставлять с собой. Может быть, даже злость это сейчас будет возникать. Но то, что мне показывает, я то озвучиваю. И действие ключ, как выйти из цикла, опереться на факты, отпустить интерпретации, выбрать то, что движется к тебе само. Карта ангел, злость и карта присмотреться. Ух ты! А тут я вам хочу сказать, как они говорят. Это опять-таки вас призывает к тому, чтобы выйти из этого амплуа удобной, хорошей девочки, которая вызывает одобрение, выйти за эти рамки, где-то дать себе волю, прожить эти эмоции. Если вы на кого-то злитесь в моменте агрессии, не давить себе в эту агрессию. Если человек этого заслуживает, объясниться с человеком. Если вы считаете, что ваши потребности тут ущемляются, да, если вы не получаете отдачи от взаимоотношений, если вы чувствуете себя постоянно жертвой, опять-таки это нужно озвучить. Точки над «и» расставить, это все сюда, присмотреться лучше, даже к самой себе разобраться, чего именно я хочу, почему эти сценарии повторяются в моей жизни. Вот выйти из цикла, это опять-таки действительно, может быть, уже отпустить вот этот образ тут женщины, которая старается быть хорошей, ангел, и там у меня вот мораль как-то вот хорошая-удобная. Тут как-то так. И присмотреться, на самом деле, то, что движется к вам само, тоже может быть. Вот когда вы тут перестанете, опять-таки, где-то быть удобной, а станете самой собой, такой, какая вы есть. Полюбите себя такую, какая вы есть. Примете себя такую, какая вы есть. Скорее всего, вы обратите внимание, что вокруг вас и мужчины другие появятся, которые не будут вот этот какой-то вымышленный, вымышленный, невымышленный, какой-то образ ваш. Они по-другому будут на вас смотреть и по-другому проявляться будут. И совет психолога: истинная любовь не требует от вас жертв еще на пороге. Ваша судьба — это не борьба с пространством, это резонанс и легкость. Когда вы встретите своего человека, все светофоры мира загорятся зеленым. А пока поблагодарите Вселенную за каждый сорванный звонок и каждую закрытую дверь. Это не лишение, это защита. Сберегите свою нежность для того, чье присутствие в вашей жизни будет не громом в ясный день, а теплым рассветом. Вы свободны выбирать счастье, а не муку. Удачи, девочки. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.